Это наш первый кемпинг в этом году, и в этот раз мы поедем на границу с Соединенными Штатами Америки, где нас оштрафует полиция за нарушение правил кемпинга и закусает клещи. И как всегда мы пройдем 10 километров хайкинга вместо 3 запланированных. Собираться начали мы вечером, чтобы утром не терять времени на погрузку. Здесь у нас халапеньо, пинат-баттер, мед, специи, грибы, курица, да, внизу там лед. Обязательно берем с собой вот такие ракетки, чтобы убивать комаров. Спрей от комаров. Нам ехать 3 часа до границы со Штатами. Хорошо, когда у тебя большие сыновья. Вот Макс будет ехать. Посмотрим, сможет ли он ехать 3 часа подряд. Если сможет, то на обратном пути Денис будет ехать. Если устанет, то с Денисом поменяется. А Макс, как, пока не устал? Едем 2 минуты, да? Да, едем 2 минуты. Настена любит у нас такие путешествия. Особенно, когда полная чашка еды. Да. Это теперь постоянное место Наташи, теперь она всегда сидит здесь. С учебниками. Да, будет готовиться к экзамену. Кстати, первый экзамен она сдала. Это экзамен для того, чтобы получить сертификаты по фитнесу. И она сдала 88 баллов, да, из 100. Теперь готовится ко второму. Денис сидит на заднем сиденье. Там полный багажник. Что, Денис, как там по комфортности? Вообще имба. Не хуже, чем здесь посередине сидеть? Да, тут лучше даже. Я Да. могу так лежать. Да, сзади очень просторное место. Там и ноги много можно положить, ноги много можно положить. Ноги много можно положить. Если у тебя больше 2 ног, то можешь смело ложить. Да, очень много мест, пространства для ног. И, в принципе, сиденье такое же по высоте, да, как здесь, как посередине. Здесь у нас вот показано время, 2 часа 53 минуты, мы уже едем 5 минут. Будем ехать в основном все время по хайвею. Скорость 100, 110, 115. Макса ехал 1,5 часа, и мы остановились отдохнуть. Здесь такое прикольное место. Смотрите, здесь дерево классное. Скамейка какая-то, можно посидеть, перекусить, отдохнуть. Вон там вот столы со скамейками. И здесь магазинчик. Можно будет сходить в туалет. Даже, по-моему, там можно покушать. Вот здесь вот drive-in. Здесь можно заказать там горячая еда, холодные напитки. Здесь меню у них. И здесь вот туалет можно сходить. Конечно, такси пит-стоп. В Корее покруче. Да. Здесь в Канаде примерно вот такой вот уровень. Здесь такая стоянка. В Корее поприкольнее, да, Макс, было? Да. Побольше. Там еще этот можно было. Угу. Больше еды, там целые у них гигантские такие фасады же. Да, как, И этот, там корн-доги можно было кушать. как центр развлечения, да, там? Да, там как центр развлечения. Игровые автоматы стоят, что-то этот там. Да, и людей много. А здесь вот в Канаде почему-то расстояния очень большие, но пит-стопы вот такие вот. Ну, вот как там бы... заправка. там И заправка. сервис там. Ага, сервис. Ну вот, что-то типа того. Ну, прикольно тоже. Там вот можно сесть, покушать спокойно. Можно какой-то пикник устроить там. Смотрите, здесь, оказывается, сзади этого здания, здесь немало таких мест посадочных. Очень даже уютно. Вот это дерево классно смотрится. О, кстати, туалет здесь вообще чистый. Сори за контент. Но он как будто в самолете. Очень чисто, все аккуратно. Заказали 5 хот-догов. Сравнительно недорогие. Получилось на 5 25-21, ну плюс чаевые, там $27. Стоим, ждем. Выбрали самое красивое место. О, Денис уже новая прическа. Да, вот здесь вот оказывается лук. А Настя его не любит, она не ест его. Что, вкуснее? Хот-дог вкуснее, чем в этом, да? В Костко? Ну, должен быть вкуснее, он дороже. Да, кстати, хот-дог прикольный, вкусный. Прикол то, что можно заказать, сесть
У них здесь есть колонки, они объявляют, какой номер заказа готов. И, в принципе, можно отсюда услышать и сходить. То есть не обязательно там стоять и ждать, когда твой готов. Когда твой заказ приготовится. Наташа села назад и говорит, что там очень удобно сидеть. Да, Что там реально удобно? Да, здесь потому что вот подлокотник, типа, если вода рядом, можно Я поставить. поэтому там сижу всегда. Зарядку, вот телефон можно там зарядить, наушники. Вот там лечь всё можно. рядом. А там еще у них это, да, в этом подлокотнике все эти storage. Да. Ладно, класть. Денис теперь поедет 1,5 часа покушали, перекусили. Можно поехать дальше. Отдохнув от дороги полчасика, мы отправились дальше в дорогу. На самом деле, если бы тут были придорожные зоны отдыха, как в Южной Корее или в Китае, то, скорее всего, они бы разорились из-за низкой плотности населения, и там бы просто не останавливались столько людей, чтобы оправдать большие вложения в крупную и развитую зону отдыха. По крайней мере, в таких провинциях, как Манитоба и Саскатчеван, где плотность населения очень низкая. Оставшиеся 1,5 часа будет ехать Денис теперь. Макс, он там спит, отдыхает. Мы едем прямо на границу. Этот парк находится на границе со штатом. Сначала мы посетим International Peace Garden, что переводится как Международный сад мира, который находится на границе провинции Манитоба, Канада, и штата Северная Дакота, США. Куда нам надо ехать? С той стороны получается штаты, граница. А мы здесь сюда проезжаем. Въезд в этот парк. Вон два флага, канадский, американский. То есть этот парк находится на... Oh, we are from Winnipeg. Winnipeg. Oh, you'll make a trip back. Мы взяли годовой абонемент, так как стоимость годового абонемента была такая же, как если бы мы платили за каждого человека разово. Итого мы оплатили $50, и плюс к этому абонементу дается 10% скидка на сувениры, покупаемые внутри парка. Show them at the gift store if you buy anything, you get 10% off. Oh, really? Yes. Oh. Anytime you buy anything at our local gift store, 10% off. It's written on the back, but you Great. show them that and you get it. All right? Thank you. You have a great day. You too. Enjoy Thank you. yourself. Yeah, bye. О, Настя в двух странах одновременно находится. И мы нелегально сейчас находимся на территории Соединенных Штатов. У нас нет визы. Послушный гражданин, нахожусь в Канаде. Да. Наташа находится в Канаде, а мы в Штатах. Издалека я подумал, что это ворона, это, оказывается, павлин почему-то черный. Мне кажется, он сейчас сломается. А? Подумал, что это ворона. Не, ну он там, когда выходишь, шею когда не видно, кажется, что это ворона. Но не павлин точно. Блин, я не успел. Звук каких-то колоколов был здесь. А, это Максим пел, оказывается. Посмотрите, насколько дружелюбные канадцы. Вот им машешь, они будут махать вам в ответ. Смотрите, видите, мы их не знаем. Сейчас мы подойдем и познакомимся с ними. Спросим, кто это такие. Смотрите, как они радуются. Первый раз видим людей, они вот так радуются. How are you? Hello! Я так давно не видела! Совершенно незнакомые люди. Смотрите, какие френдли, мы с Манитобы. В Штатах побывали уже? Мы туда прошли, но мы на ту сторону не шли. Смотрите, ребята. Штаты, Канада. Посмотрим, что у нас здесь интересного. О, кактусы. Коллекция Дон Витко содержит более 5000 видов кактусов и суккулентов со всего мира. Дон Витко собирал эту коллекцию более 50 лет, прежде чем пожертвовать ее Саду мира в 2009 году. Паутинка — это сам кактус, такой пушистый, оказывается. А эти кактусы вообще как червяки. Похоже на искусственный. Кого-то из пластика сделано. Просто как будто грибочек. А это яичный кактус какой-то. Кактус
коврика. А это бессовестный кактус. Это вообще как будто пластиковый. Идет. А здесь его мордочка. Бусы растут здесь на стенах. Наша компания любителей кемперов и хайкингов увеличилась. О, сколько стало. И здесь. Иринка что-то взяла там? Да, вот. Оп! Самое главное, чтобы не за птичка. Сама орала на О, всех, чтобы не ничего это. Смотри, птичка калибри какая. Прикольно. Мне птичка очень понравилась. Здесь кто-то палатку разбил. Это вы же сегодня здесь спите? Окей. А вон там гнезда какие-то. А это вы, да, там светите? Будем гнездоваться. Какашка какие-то животные. Стой! Не, ничего, это не страшно, это не медвежья какашка. А, Наташа с Ириной, это знаете как надо? Как в Шаолине вы можете друг против друга и драться, короче. Давайте, файт! Громко говори. А я тебя оттуда слышу. Да я говорю так. Не слышно? Гнезда и яйца. Красивее как-то сторона. Дети в размере увеличились, но остались такими же детьми. Давай оправдай то, что мы тебе купили на день рождения подарок. А Макс тоже играет? Оно расстроено жестко. Ну окей. Да, расстроено. Давай сейчас по очереди, давай. Подожди. Лестница в никуда. Ну почему не в куда? Нырять туда? Тут так походу место забронировал. Как-то развивается. Американский поход тяжелее, что ли? Вот канадский воздух. Почему американский флаг не развивается? А у меня язык не Тут также имеется музей североамериканских егерей, который находится на территории Соединенных Штатов. В музее предоставлены различные чучела животных и шкуры, которые можно не только посмотреть, но и потрогать, несмотря на то, что везде висели надписи «Не трогать». Кодиак. Полярный медведь. А это черная мишка. Здесь стороны. Okay, group of random. 9/11 events September. Реально оттуда прям привезли части? А это памятник, посвященный событиям 11 сентября 2001 года.
Этот мемориал включает в себя 10 стальных балок длиной по 10 футов, извлеченных из руин Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Балки были предоставлены Саду мира в 2002 году и установлены как часть мемориала в память о жертвах терактов. Этот мемориал служит напоминанием о трагических событиях 11 сентября и символизирует стремление к миру и единству между Канадой и США. На выезде из сада мы прошли канадскую таможню, у нас проверили документы и спросили, не везем ли мы огнестрельное оружие. Кстати, нужно было предъявить PR-карты, но у Дэна были с собой только водительские права. Нам сделали замечание и попросили в следующий раз обязательно иметь при себе именно PR-карты. После этого мы отправились в Turtle Mountain Provincial Park на место нашего кемпинга. Честно говоря, место для кемпинга нас немного разочаровало. Это точно не лучший кемпинг из тех, где мы бывали. Площадки для палаток были крошечные, мы с трудом втиснули нашу палатку, а вместо привычной мягкой травы под ногами был просто гравий. Нужно уже набрызгаться спреем. Палатку почти собрали. Сейчас бы найти еще декорировать. Хотя здесь столько клещей, лучше не лежать. Не, ну пока я буду типа. У Наташи сняли сейчас так что. Да не дави ты, господи. Ну, да. Убери вот эти подстилки. О, Максим. какая у вас новая палатка. Мы селим вас. О, у вас там еще несколько комнат. А, у них прям вот так вот двухкомнатные. М. Ну, вдруг дети... Пипец, короче, это кардио-тренировка с этим насосом. Пока я один накачал, Денис уже 2 накачал. Вот эти. Кстати, сколько здесь заряда у него? От наделения ушло на 2, да? Да. Так намного быстрее. Матрасы надулим. А чем мы чужую еду снимаем? Первые котлеты. Чужую? Да. А что, мы не будем кушать? Ну, тут 4 котлеты, думаешь, это тебе, мне и 2 Максу? Они медленно делают котлеты, поэтому мы, видишь, ждем. Ага. Мы их вообще не делаем, мы их просто жарим. Как? Ничего. Из 10 баллов сколько? 8. 8? Что не хватает? 10. Не, бургеры на самом деле вкусные. Вкусные? А кто? Всем хватает же? Я он съел уже. Вот мне... Мы просто с Максом беспокоимся очень. 3-й бургер едят ребята, посмотрите. второй. Да, 3-й я видел.
Мне вообще ни одного не А надо. Мак 4 съел. Сижу, голодаю, да какой 4? А мы тут Женя жарим. Сами все уже изжарились, закоптились. Я хотел. Максим второй хот-дог хочет. В смысле второй? Максим готовится фирменное блюдо. Это плов. Кстати, никогда не думал, что человек из Казахстана будет готовить плов действительно по вкусу, как узбекский плов. У Макса вкусный плов получается. Вот. Ужин нас скоро ждет. Кстати, вот это, ребята, вообще вещь, огонь. В прямом переносном смысле. С ним можно без бумаги разжигать костер. А потом приехала полиция и оштрафовала нас за то, что мы разожгли костер. Оказывается, в провинции все еще действовал запрет на открытый огонь из-за лесных пожаров. Мы думали, что его уже давно отменили, ведь прошли дожди, да и с момента объявления прошло немало времени. К тому же на ресепшене нас никто не предупредил, что костры все еще под запретом. В итоге, очень вежливо, с улыбкой нам выписали штраф на $300. Но, как нам объяснили, его можно оспорить, подать заявку в суд и, возможно, сумму снизят. Или даже отменят полностью. А детям полицейские подарили наклейки в виде жетонов. Дети, оказывается, тут на площадке играют. Ясочка тяжелая, ты видел? Конечно, ты тяжелый. Красивый закат. А там фотосессия. Шашки нашли. Дай побежу. Вечером активировались бобры размером с овчарку. Они вообще не боялись людей, спокойно занимались своими делами, словно нас рядом и не было. Просто шли по своим бобриным делам, деловито и с полной уверенностью в себе. Поскольку костры были под запретом, пришлось дожаривать мясо, курицу и грибы на газовой плите, что заняло немало времени. Да и плов они помешали приготовить со своими штрафами. Нет! Костер запретили жечь. Приходится просто сидеть вот так. Возле фонарика. Все, мы готовы спать. Сейчас у нас здесь где-то 5-6 градусов, и это очень холодно, поэтому мы, во-первых, постелили сюда пледы внутрь спального мешка и взяли вот такие вот грелки. Вообще это для рук, их растираешь, и они греются, где-то 8-9 часов они будут греться. И если их положить внутрь спального мешка, это получится очень тепло, но до утра будет работать как печка. Почти. Это очень спасает в холодное время. Настя, тебе греет эта штучка? Тепло? Не замерзнешь? Знаю. Если ты будешь замерзать, здесь еще плед положил. Кстати, нам было до такой степени весело, что полиция приезжала второй раз и разогнала нас. И они стояли, ждали, когда мы разойдемся по своим местам, и только тогда уехали. Всем спокойной ночи. А на другом берегу этого озера, где у нас был кемпинг, здесь прикольно
Такая детская площадка. Там у нас пляж. И здесь, посмотрите, как прикольно цветут одуванчики. Там засеяно все этими одуванчиками. Папа, а как ты делал вот эти вот? Там вот пирс для рыболовства. Пошли на короткий хайк. По-моему, здесь 3-4 километра идти короткий вокруг озера. Тут, посмотрите, бобры погрызли деревце. Плотину, видать, хотят строить. Это вот они здесь обитают, эти бобры. Здесь, смотрите, забор от животных, колючая проволока. А для людей вот такой переход получается. Ты когда хочешь вернуться или когда ты не хочешь вернуться, страшно. Как лестница. Прикиньте, мне сегодня какой сон приснился. Это, наверное, не просто так здесь, да, вот это? Вот с тобой. Мы поехали в Казахстан. Вот, Ну, 8 медведей, что? ой, это убежал. Вон белка. Где? А дерево забежало. Мы поехали в Казахстан. Бобры хотели запутать нас, да? Вот на самом деле сюда надо было идти, оказывается. Старое дерево, старое дерево.
А сейчас на самом деле классное время хайка. Нету комаров. Но единственный минус — есть клещи. Наташа вот вчера один уже цапнул за ногу, Денис вытащил. Но клещи тут, как говорят, А, еще один был клещ у нее. Она его успела выкинуть, еще не присосался. Но говорят, что здесь клещи, они нету энцефалитных. Есть какая-то другая болезнь, но не настолько критично, смертельно страшная. О, еще полянка. Вот такие вот препятствия встречаются по дороге. Чё? Вроде шли, уже почти должны были дойти, а тут вот такой вот подъем. Челлендж, да. Дорожка была сравнительно прямая, немножко были такие подъемы, спуски, но здесь прям большой подъем наверх. Дали мы этот подъем, а здесь, оказывается, еще дальше подъем наверх. Фух. Сейчас будем бежать дальше. А тут, смотрите, смотровая площадка. Прикол. Сейчас поднимемся, посмотрим, какие там виды. Мы по дорожке видели следы собак или волков. Это люди переодетые. Я знал, что здесь водятся эти. Yeah, we were running. Поднялись мы на вышку, встретили здесь местных звезд, блогеров. Наташа на них подписана. Пообщались. Я пообщался с этим, с камераменом. Круто. Да, вон ребята спускаются. Знаете, какой вид здесь шикарный. Здесь 5G, кстати. Да, здесь ловят. Они, кстати, жили в Шоколаде тоже. Смотрите, какой вид там сзади. Давайте Есть встаем. классный. Как тебе, Равиль? С первым тебе почином. Нормально. Хайкинг. С первым ключом? Подъемы не заканчиваются. Там подъем. Тут мы будем прям через лес идти, походу. Поднимается Биоту Макс. Тут везде прям вот эти вот лягушки. Их незаметно, не видно, вот они бегают. Прыгает она. Прячется в листьях. Вот у Наташи клещ ползет. Забросим на его. Тут много таких деревьев, попадавших, непонятно. То ли бобры их грызут, они падают, то ли от старости они падают. Здесь, посмотрите, дофига. Ну, здесь понятно, попилили их.
И лягушек очень много маленьких. Потому что вокруг везде болото. И много вот таких вот мостиков. В общем, как всегда, хотели пойти короткий трейл, заблудились и пошли самый длинный. Вот ребята идут там, подтягиваются. Вот, мы были здесь, где пляж, вышли, прошли вот сюда, прошли. По идее, мы хотели пройтись вот так, но что-то пошло не так, мы прошли сюда и пошли самый длинный вот сюда. Вернулись, идем, и вот сейчас мы находимся вот здесь. Нам еще предстоит вот эта дорога. Оказалось, что трейл намного длиннее, чем мы ожидали. Нет, Все, чем мы хотели пойти, да. С собой про запас. Рыбу ловят ребята отсюда. Все, добрались до конца. Пришли. Все, дошли. Вон там пляж. Дети вон там нас ждут на детской площадке. Ну, думали, рассчитывали, что будет хайк такой легкий, небольшой. Оказался нормальненький такой, немало. Ну и немного, в самый раз. Вон у Макса клещ. Сейчас я его убью. Давай. Чего не идете играть? Все. Все. Это кайф по-женски называется. Да, вот Ира сидит вот так вот, моет и наслаждается видами вот такие. После 10 километров хайкинга Наташа там спит сзади. Дети тоже устали, плавали, купались. А Максим едет за рулем. Будет ехать 1,5 часа. Остановимся и потом Денис будет ехать еще остальные 1,5 часа.